Всем привет, меня зовут Роман. Я решил записать прохождение игры, которая называется в оригинале Esther. Я ничего об этой игре не знаю, кроме того, что она довольно-таки короткая. И, короткая это порядка 1 часа, поэтому попытаюсь все уместить в одном видео. А пока что настройки, поэтому, потому что я знаю, что это довольно-таки интересно некоторым людям. Нет, ничего не буду. Так, ладно. Есть HD. Я, правда, не знаю, что там будет с FPS, но если что, исправим. Тролль, это не может он так. Подожди, а там есть настройки? Типа, давай, посмотреть чисто. Вдруг. Так, нет, тут чего? Кстати, только VSD, и все. А нет, вот еще маус, приблизить, скнуть что-то. Почему-то нет так кнопки, наверное. Автоматически будет так, ладно. Что ж, начинаем. Главы типа, да? Да. Dear Esther, the gulls do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them. Perhaps it's me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly and their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebridean islands. 300 years later, even they have departed. Печальное дело острова, значит, да? Так мне уже может идти. Маяк, смотри. FPS тут полный, ладно. Наверное, следовало залочить на 30, потому что он очень сильно колебается, ну ладно. Фонарик автоматически включается почему-то. Да, присел FPS, окей. Прогрузки, походу. Ничего брать не надо. Судя по управлению не надо было. Что-то слишком большие просадки, мне это не нравится. Ну, как бы не просадки, а вот эти вот подлаги. Да, вот. Чего? Может быть, прекратятся. Это чё, типа фотография накладывается, да? На объект. Туда не сможет светить? Бежать нельзя, можно только идти, ладно. И по какому пути лучше пройти? По идее, они, скорее всего, там соединятся дальше, так что не важно. Бескрайнее море, хотя смотри, там много всяких островков. Скорее тариф, конечно. Нифига, по-моему, нифига они не соединяются, эти пути. Довольно интригует, что же будет дальше-то. Даже не знаю, чего ждать от игры, абсолютно. Кстати говоря, какого года игра выглядит-то? Довольно-таки притягательно. Не на языке, конечно, все дела, да, но все равно. There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Все пытаюсь решить, куда идти лучше. Вот она, дорога эта соединяется, вот там, где вот эти вот были рождения, как скажучки, провод.
что там тогда за той скалой, то есть? Ладно, A идем дальше. wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach, all the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Рыбки вроде бы исчезли, хотя я видел несколько, чтобы шли. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Ой, какой сложный текст, мне кажется, я ломаюсь. We are not like Lot's wife, you and I. We feel no particular need to turn back. There's nothing to be seen if we did. No tired old man parting the cliffs with his arms. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. А может и не текст сложный, а просто написавший его бредит. Ну, не написавший, а вот говорящий сейчас. То есть это походу в игре, да? Ну, то есть до кого мы играем. И, короче, вернусь к маяку этому, да? Только чутка с другой стороны. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. This hermit, this seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Why, asked the farmers. Why, asked Jakobsen. Why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted? Что происходит, не понимаю. Какие-то знаки на стенах пещеры. Что это тут такое? Кеда. Было, по крайней мере. И все, и больше в этой пещере ничего нет, да? Видимо, да. А может быть, то должно быть гораздо темнее. Типа, вот он говорил, что это луна. По-моему... Не, конечно, в такое время суток может быть луна видна. Не знаю, ну-ка давай посмотрим на яркость. Может она пересвечена наоборот. Да нет, на середине стоит. По идее должно быть так. Ну, то есть монитор у меня не специфический, так что должно быть.
I've become convinced I am not alone here, even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candles, or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Какие-то... Если могильные плиты. Хотя какие могильные плиты, такие гигантские, то... Это что-то типа Стоунхенджа, да? Что это за звуки были сейчас? Видел я это в одном произведении, вот такие вот камушки. Только она была по Ктулху вселенной Лавкрафта, то есть то, что вот сомневаюсь. Вряд ли они связаны, но не знаю, чего ждать еще от этой игры. То есть вообще не знаю. Ага, и уровень закончился, да? Почему полосочки смещены как-то правее и по центру экрана? Это норма? Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Сложно, да. Он там я разве не был? Может быть? Хотя не-не-не. Пошли дальше. Уже другая игра, да. Мусора куча портового. Выглядит, конечно, все это удручающе. А куда идти-то? Вот тут? Видимо, да. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Какие-то отшельники, отчёрнутый человек. Где дыра, про которую говорится, а там что за фонарик? Радиовышка, что ли, какая-то? И вот ее рисунок здесь, да? Ой, я могу залезть по этой дыре? Скале? Камни? Вон и дыра, я ее вижу. Вы что, прям по воде идти, что ли? Ну, вот глубже гораздо, чем по колено. Да, и персонаж еще застревает вот в этих местах. Может быть, никак не связано то, что нужно делать с тем, что он сказал. Но вариантов у меня пока что нет.
А, вон же, блин, путь. Прям такой просвет между двумя холмами, а я его не видел. Внимательно, чё? I had kidney stones, and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Мужик, тебе нормально? Там что? Какая-то каверна, прям огромный такой. Интересно, упасть можно туда или нет, но, пожалуй, я не буду даже проверять. Все-таки атмосфера это важнее, да. Чем всякие такие глупости. I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Видимо, это часть музыки. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Three cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long-dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. Человек тут душу изливает, походу. Я хожу, локаю. Мне нормально. Просто потому что я не понимаю немного, о чем он говорит. Это надо сидеть и анализировать каждое слово. И, вероятно, при просмотре это будет гораздо проще делать. Вот мне как-то не особо просто. Jakobsen's ribcage, they told Donnelly, was deformed, the result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him, unable to contain the shattering of his heart. In half-light, his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. Атмосфера какой-то печальной навевается. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails.
Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. Что-то хотел сказать еще, но забыл, пока что он рассказывал. Стой, корабля точнее. И мачта такая. Не знаю, если что-то забыла. Кстати, как-то похоже на это самое. На нордические корабли, может. Но подлиннее и при этом по низости этого, ну, как. Короче, по высоте небольшой. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Да что за звуки? Звучит страшновато, да. Так, тут я не думаю, что следует спускаться. Тут парни... Не-не-не, там обрыв прямо. Ага. Нифига, только туда есть путь. Да, может не надо. Да! Походу надо. Ну, чисто сюжет-то. From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve. I can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Шел, упал. И продолжает бредить. И грезить. Какая разница? И фонарь разбился, видишь. Зато свечка горит. Сталкивайте повсюду. Прикольно, прикольно. Ничего не сломал. Видимо, нет. Там что-то говорилось про ребро. Не знаю, имеет ли отношение к действительности. Шел. Походу приседал. Потом взял. Кто-то вырос, на самом деле встал, скорее всего. They'd stop the traffic back as far as the Sandford Junction and come up the hard shoulder like radio signals from another star. It took 21 minutes for them to arrive. I watched Paul time it to the second on his watch. А может это все какие-то отсылки, что ли? Ну, я не про рисунки, хотя может быть и они тоже, а про диалоги. Монологи, то есть, да. Баночка как-то тут оказалась. Да, он приседает в таких моментах зачем-то. Потому что я что-то не уверен,
это самое, то, что можно взять в отель целиком. Ты чё, опять прыгать? Не, ну зачем? И воду с игрой соединиться можно. Вообще без проблем особенно. Так, ты чё, контакт главный какой-то. Да, сокращенно. Тут я нажал и сразу всплываешь. Я глазом ударил. Да. Такие пещеры огромные. Осторожно, не падай. Пожалуйста. Вот это красиво. Кровь. Кровь. Здесь кровь. Хотя тут вообще непонятно, что происходит. Какой-то железный оттенок. Стен. Руда, наверное. Ну, железная руда. А это грибы какие-то, наверное, да? Плесень, может. Плесень и грибы это одно и то же? То есть плесень и гриб? Или нет? Так, вот это присел, да. Не знаю даже, как на записи будет выглядеть. Си. Подгрузочки какие-то пошли. Надо диск менять. Жесткий. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Чего? Зато я понял, что это фосфорная бактерия. Там именно были два слова фосфорные, ну вот сказал. Написано почему-то этого не было. Так, в какую сторону идти? Вон туда наверх можно подняться куда-то походу, да? Может быть, желательно пройтись по всем путям. Кристаллы. Ох. А эти в реале, ну то есть, на самом деле на Земле есть такие пещеры, да? Прям вот такие гигантские, тоже скорее всего. Но в них определенно не так светло. Так, ладно, тут заканчивается пути, туда можно прийти. Вот. Не очень. А, нельзя, вот. Всё, дальше не. Да, вот. Сделать надо на воду вот так вот. А, это отражение, типа, ну все равно получилось, да? Да, автоматически вылез. Хорошо. Только после такого, наверное, холодно в пещере-то. Даже сколько не было, 5 солнечных светов пропускался. И выглядит все настолько холодным, что едва ли тут где-то термальные источники есть. Оттуда я пришел. А вон там что? Тут песок тут есть, если это песок. Что он тут делает? Это должно быть не золото, не знаю. Течение в ту сторону. Если я спрыгну обратно в воду, скорее всего, я быстрее гораздо доберусь.
И да, тут такая же это... Ну, конец пути. Не, нифига не быстрее, меня просто бьет от берег, ладно. Пойду туда наверх, там еще был такой винтовой путь. Да, ведь это реально песок. Или песок. Если бы это был бы камень, то выглядел бы... Тогда камень очень странно выглядит, да. Меньше да надо говорить, а тут что-нибудь скажу и такой, да, да, да. И все, персонаж замолчал. Хотя кого я тут уже минут 5 по этой области хожу. В ней ничего нет. То есть пусть тут только один, и вот он наверх. 5 банков с краской. Да ладно, где-то туда этот эти бактерии заплыли. Нет, вроде краска грин написано или что это. Сложно, не видно. Осторожно, не падайте. А разрешение оттуда. Отсюда. Кажется, что там какое-то стрёмное текстура. Это, наверное, они отгрузились. Ага, вот путь наверх. Может быть. Не по нему можно пройти вряд ли. Ну-ка, давай попробуем. Не, нельзя. Ни в коем случае. When I was coming round from the operation, I remember the light they shone in my eyes to check for pupil contraction. It was like staring up at a moonlit sky from the bottom of a well. People moved at the summit, but I could not tell if you were one of them. Короче, определенно теперь, что это все происходит у него в голове. Ну, наверное. Определенно, наверное, не сочетается. Написано, но непонятно что. Хотя нет, смотри, Hold, какое-то название и Taken. Что-то эти кристаллы, ну точнее вот эти сталагмиты или сталактиты, я не помню, что где сверху или снизу. На арматуру больше стали похожи. Вроде бы сталактиты внизу растут, сталагмиты сверху. Но это не точно. Уходи. Блин, это что? Ловицкий? Все были... Не, я не умею. Ну так, интуитивно так понимаю английский. По сути, это ничего. Да, получается не странным образом. Подыши, вот теперь поплыли. То есть это все-таки отражение, а вода настолько мутная, что внизу ничего не видно. Верно, да? И что, опять прыгать? Нет, самоубийство какое-то. Даже ничего не видно. Ну ладно. Ой, ужасы какие. Игра. Это, скорее всего, тут нельзя умереть, но сейчас все выглядит жутко очень. Так вот, все появилось. Ага, видишь.
наверх. А, вот это как-то тут вниз. Прикольно. Где выбраться? Вон там, понятно. Прикинь, сколько тут высота, это что такое? Ну, этажей 20. Ну, наверное, больше даже. Ну, то есть тут если ты упал, то шанс выжить прям нет. Вода не такая мягкая, как кажется. Хотела не такое легкое, как хотелось бы. Может, не хотелось бы. Новый уровень. Продолжаем в пещере. Так, вышки-то... Ага, вот, выходим уже, понятно. Скорее всего, до той радиоантенны дойдем, и это конец игры. Потому что больше никаких отличительных ориентиров не видел, но зато настала настоящая ночь. Теперь луна, поистину луна, хотя она так низко, что если там была луна тоже. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Полетели, чего бы и нет. Вон мне эти следы самолетов. Скорее всего, военных истребителей, да? Это там кто-то стоит или это? Слушай. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Так, понятно, это было имя Доннелли там на стене. Чё за звук? Операционная принадлежность, стрёмно. Да, там, кажется, реально кто-то стоит. Это что такое? Это верфи? Пристань, наверное, была какая-то, ну, персон. Никаких особых походов. А вот и это самая радиовая вышка. Так что нет. А может и да, я не знаю, сейчас, наверное, повернем вот там, вот пойдем поверху. Есть там дорога? Да, смотри, вроде есть. Так, тут ничего нет, кроме... А вот теперь это серьезно похоже на химическое соединение, ну, изображение его. Или может быть генеалогическое дерево. Да не, они такими не бывают. Точно химическое соединение. Но нифига не подписано, то что вряд ли можно понять. Или может это ДНК. Короче, я лучше не буду этого говорить, потому что я вообще ни в чем не разбираюсь. Я шучу. Надо бы. Ломки автомобиля. Может быть, была автокатастрофа?
There were chemical stains on the tarmac, Химические. the leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been travelling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. Shone around heaven. Light from heaven. Shone around. Что-то непонятное. Ладно, пойдем. Атмосфера слегка меняется. Ну, то есть окружение. Может, там все-таки была луна, только наоборот, ну, то есть идет время From наоборот. here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Ходишь и пытаешься понять, о чем я. Ой, о чем он. Да. Какой смысл игры? Ага, shone around him. Вот что было написано. On a sudden, light from heaven shone around him. And he fell to the ground. Не, я не буду переводить, я не умею. А то еще совсем опозорюсь. Понимаю лишь где-то 50% слов. Надо качать. Иди. Что, не можешь? Небольшой баг. На лестницах чуть-чуть застревает. А эти маленькие фризы все-таки продолжаются. A sound of torn metal, teeth running over the edge of the rocks, a moon that casts a signal as I lay pinned beside you, the ticking of the cooling engine, and the calling from a great height, all my mind as a bypass. Я вон сейчас на операционном столе, да. Все становится гораздо более ясно. Только вот непонятно, при чем тут этот остров. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together.
Довольно-таки... Не знаю, какого года игра, но... Она, во-первых, выглядит неплохо, но при этом и мой даже отвратительнейший компьютер ее тащит. Вот, бывает же такое. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Прекрасное повествование, да. Что-то там... Ты... Да. Ничего не видно, я уже забыл, что там было в начале. Сообщение на стене. Все же попытаюсь переводить. По крайней мере, отдельные слова. Идем подальше от этой надписи, чтобы There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Офигеть, длинная надпись. И она складывается из того, что там уже было в Journey. Ended game. Who plays that has made in Journey? Май. И игра... Нет, там пас, а не фейс. Игра сдана... Сделана моим путешествием. Ладно. На самом деле, примерно понятен смысл сообщения. А это что-то больше на бункер похоже, что ли? Ну, что было, забыл. И смотри, какой огромный Симон. Все те же химические соединения. Теперь-то точно с химической, вот такие ЦЦ где-то видел. Вот если прикинь, быть химиком, скорее всего, можно понять, что это за соединение. Это наводят какие-то мысли. Офигенно. Классно. Дальше своей атмосферы. Такой пустоты, одиночества, например. Там далеко что-то есть. A gull perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking. Old bread and gull bones. Old Donnelly at the bar gripping his drink. Old Esther walking with our children. Old Paul as ever. Old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. Все, ты почитаешь, что насчет этой игры, если что-то не пойму. Может, там в конце будет все абсолютно понятно. Потому что понятно не все. Да. Разница была. Минута. Иди отсюда. В смысле? Дамаскус. Дамаскус.
Вот мы подбираемся под самую вышку. I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Человек со своими мыслями, да. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an Ariel, a beacon, that they will not forget you. You've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Только не прыгай. Полетел, короче. Чайкой сделать. Часто о чайке говорю. Печальная история. Учитывая, что я наполовину не понял. Нужно давать какую-то оценку. И в то же время я едва ли тут будет что-то большее, чем история одного человека. Можно и кораблики. Их отправляют и не уходят навсегда. Вернись. Там дальше ничего нет, просто темный экран. Также я прочитал, что тот, что наверху на человека был похож, это был призрак. Их на самом деле несколько в игре. На стенах была формула этилового спирта, что намекает на причину автоаварии, что собственно теперь тоже точно. Ну что же можно сказать. Маленькая, часовая, примитивная в плане геймплея игра, в которой на фоне довольно-таки атмосферной картинки подают историю человека, попавшего в автомобильную аварию, и бредящего теперь по этому поводу, из чего собственно и состоит сюжет. Какую-то чувственную составляющую, может, это и могло бы иметь, да я не почувствовал. Зато явились несколько интересных моментов дизайна и диалоги, что позволили игре не быть унылой, заставили идти и задуматься, что имеет, конечно же, свою стоимость. В общем-то, может быть, это и стоит своего времени, может быть и нет. А с вами был Роман. Пока-пока-пока.